То, что курение, чрезмерное потребление алкоголя, чрезмерные кардионагрузки вредят нашему сердцу. Об этом знают многие. Но я здесь расскажу еще о 7 привычках, которые вредят нашему сердцу. Первая привычка – неправильное питание. Здесь в первую очередь мы должны сказать о режиме питания. Многие люди питаются как попало, как получается, и у многих людей нет времени для того, чтобы питаться в одно и то же время. Например, завтрак с 7 до 9, обед с 12 до 2, ужин с 5 до 7. Есть такое правило в питании, что нет абсолютно вредных продуктов и абсолютно полезных продуктов. Есть время, когда нужно есть еду. Здесь даже говорится о том, что можно съесть относительно вредную еду, но в правильное время тогда не будет никакого вреда. А съесть очень полезную еду, но в неправильное время, то тогда пользы не будет, будет вред. Далее, употребление в большом количестве животных жиров, то есть насыщенных жиров. К ним относятся сливочное масло, жирные сорта сыров, сало, обработанные мясные продукты, жирные сорта колбасы, сосисок, беконы. И более того, когда смешиваем разные животные жиры, тоже вредно. Например, если яйца жарим с салом, это вредно, потому что получается перекос в сторону увеличения насыщенных жиров. Но это не значит, что все эти продукты сами по себе вредны, кроме обработанного мяса, колбас, сосисок, беконов. Все остальные продукты, если их есть по отдельности, они полезны для нашего организма. Чрезмерное употребление сахара, то есть привычка добавлять сахар в еду, в кашу, в чаи, в кофе, или привычка есть в большом количестве кондитерские изделия, конфеты, сладкий шоколад, пирожные, торты. Все это очень вредно. Все продукты, которые содержат в большом количестве сахара, рафинированные так называемые углеводы, они вредны для нашего сердца. Еще нужно отметить, что во многие кондитерские изделия добавляют трансжиры. Например, многие шоколады, они содержат трансжиры, а трансжиры, они вредны для наших сосудов и сердца. Конечно, я должен сказать об газированных напитках сладких. В них содержится очень много сахара, но из-за добавления регуляторов кислотности, таких как лимонная кислота, мы не чувствуем количество этого сахара. Если вы добавите столько же сахара в чай, вы не сможете выпить такой чай. Почему чрезмерное употребление всех этих продуктов вредно для нашего сердца? Потому что все это приводит к увеличению липопротеинов низкой плотности, плохого холестерина, к инсулинорезистентности и к сахарному диабету второго типа, к повреждению эндотелии внутреннего слоя сосудов. Когда повреждаются наши сосуды вредят нашему сердцу, поврежденные сосуды. Они доставляют недостаточно крови к сердцу, они могут быть источником тромбов, которые могут застрять в сердце и вызвать инфаркт миокарда. Также они могут вызвать ожирение. А ожирение, как мы понимаем, это накопление слизи в организме. А накопление слизи в организме приводит к образованию системным хроническим воспалительным процессам, которые вредят всем нашим органам, в том числе и сердцу. Вторая привычка – это вечерние и ночные перекусы. Вечерние после 21:00 и ночные перекусы приводят к увеличению синтеза собственного холестерина в печени. Про холестерин ролик я уже делал, вы можете посмотреть здесь. Если вкратце, то ночная еда усиливает продукцию холестерина в печени в ночное время. Еще нужно отметить, что перекусы в вечернее и ночное время приводят к увеличению накопления внутреннего жира, к абдоминальному ожирению, так как в ночное время наши обменные процессы на другом уровне происходят, они замедлены, плюс у нас нет такой физической активности, как в дневное время. Ну и, конечно, здесь мы нарушаем циркадный ритм организма, то есть 24-часовой ритм организма, которым не подразумевается питание ночью. Третья привычка – халатное отношение к артериальной гипертензии. Многие люди с давлением 140/90 считают, что у них нормальное артериальное давление. И даже есть люди, которые с давлением 150/90, 150/100 не предпринимают никаких действий для того, чтобы снизить артериальное давление, не обращаются к врачу, не начинают лечение и даже хотя бы не начинает менять образ жизни, питание. Все это время, пока у человека держится такое давление,
его сосуды постепенно разрушаются. И сердце тоже разрушается, потому что сосуды и сердце постоянно находятся под нагрузкой давления. Четвертое – это детренированность сердца. Современные условия жизни, комфортные условия жизни, приводят к тому, что человек в основном ведет малоподвижный образ жизни. Малоподвижный образ жизни приводит к детренированности, к ослаблению всех мышц, в том числе и сердца. Сердце – это полый орган, орган-насос. Когда происходит диастола, то есть расслабление сердца, сердце расслабляется и растягивается. Вот детренированное сердце, оно не может растянуться очень хорошо. И такой процесс уменьшения растяжимости сердца приводит к диастолической дисфункции. То есть чем меньше сердце растягивается, тем меньше кровью она может наполняться. То есть при сокращении меньше крови выбрасывает. И такой процесс постепенно может привести к сердечной недостаточности. Этот вопрос решается очень просто. Здесь нужна физическая нагрузка. Всевозможные кардиотренировки, ходьба, быстрая ходьба, скандинавская ходьба, бег трусцой, простой бег, велосипед. Все это приводит к улучшению работы сердца как органа насоса. Пятая привычка – это недостаточно питье воды. Кровь – это раствор твердых частиц в жидкой среде. Жидкая среда – это плазма, твердые частицы – это форменные элементы крови. Когда мы пьем недостаточно воды, то жидкая среда крови, плазма, она уменьшается. Так как кровь – это раствор твердых частиц жидкости, значит, когда жидкость уменьшается, кровь становится более густой, вязкой, и такую кровь перекачивать сердцу становится тяжелее. И это в итоге вредит сердцу. Все, что сейчас мы говорим, это, конечно, имеется в виду в долгосрочной перспективе. И многие люди не пьют воду, потому что не хотят пить. Но на самом деле, когда вы хотите пить, когда вы чувствуете жажду, это уже обезвоживание организма. Это очень плохо. Поэтому вы должны пить воды в течение дня от 1 до 2 литров. В зависимости от ваших привычек пить всякие напитки, которые, может быть, стимулируют вывод воды. Это кофе, чаи. Или вы, может, занимаетесь активно спортом, что тоже приводит к потере жидкости через потовые железы. Все это нужно учитывать. Кстати, у меня есть ролик про важность питья воды. Можете посмотреть. Конечно, все врачи рекомендуют пить воду. И многие люди, даже я в комментариях вижу, что вы пишете о том, что да, мне не надо пить воды, мне хорошо, я не буду пить воды, я пью чай, кофе, и мне не испытываю никакого дискомфорта. Но я скажу, что хорошо, что у вас есть сейчас много ресурсов, и вы не испытываете никакого дискомфорта, но когда ресурсы закончатся, вы можете все проблемы почувствовать разом. Шестая привычка – это не долечивать простудные заболевания или работать, когда вы болеете. И еще хуже – ходить с хроническим танзелитом. При длительном хроническом танзелите риск возникновения сердечной патологии составляет 30 и более процентов. Этот процесс развивается под действием специфических бактериальных токсинов, а также при попадании в общий кровоток продуктов воспаления. Это может касаться не только хронического танзелита, но и многих простудных заболеваний, которые влияют на сердце. И после этих процессов может развиться миокардит. Миокардит – это воспаление сердечной мышцы. После миокардита на сердце остаются рубцы, которые могут о себе дать знать в любое время. Седьмая привычка – это отсутствие контроля за уровнем витамина D, особенно в Москве, когда полгода нет солнца, когда многие люди страдают недостатком или нехваткой витамина D. Витамин D благоприятно влияет на сосуды. Отсутствие или нехватка витамина D приводит к повышенной кальцификации сосудов вследствие к развитию гипертонической болезни. Также к нарушению работы сердечной мышцы, повышенному риску развития сердечных заболеваний, повышению холестерина. Есть такая рекомендация, что всем людям с сахарным диабетом 2 типа нужно принимать витамин D. Это не потому, что витамин D снижает уровень сахара в крови и лечит от сахарного диабета 2 типа, а потому что витамин D защищает
от воздействия, негативного воздействия сахарного диабета второго типа на все органы, в том числе и на сердце. Это воздействие происходит посредством воспалительного процесса, накопления внутреннего жира. Так вот, нормальные уровни витамина D профилактируют все эти процессы. Советы для сохранения здоровья сердца. Но вы идете по списку, вот все, что я сказал, делайте наоборот. Следите за питанием, не употребляйте много сладостей, жирного. Тренируйтесь, чтобы не было детренированности сердца. Ну и, конечно, тоже нужно отдыхать, избегать стрессов, напряжения излишнего. Все это приведет к тому, чтобы ваше сердце сохранит свои функции надолго. На самом деле сердце – это очень сильный орган. Его ресурс на 120 лет точно хватит. Но сердце – это зависимый орган. Все проблемы сердца происходят из-за проблем в сосудах. В первую очередь коронарных сосудов, сосудов, которые питают этот орган. Да? А сердце – это мышца, самая сильная мышца, как говорится в нашем организме. Да? И она все время работает, эта мышца. И она требует постоянного питания, притока крови, кислорода, и микроэлементов и так далее. Это должно обеспечиваться хорошо. И плюс, даже отдаленные проблемы в сосудах, такие как атеросклеротические бляшки, да, могут разрушить наше сердце. Оно может оторваться, прийти с током крови и закупорить какой-нибудь сосуд в нашем сердце, тогда инфаркт. Инфаркт – это некроз ткани сердца. Если не наступает смерть, то какая-то часть нашего сердца уже не будет работать. Если говорить с точки зрения тибетской медицины, то, конечно, сердце – это очень важный орган. Не только для здоровья в физическом плане, но и ментальном, потому что сердце – это пристанище доброты, любви, сострадания. Поэтому многие буддийские практики, восточные практики существуют для раскрытия, развития сердца. Да? Конечно, все это влияет очень позитивно на сердце, как на орган. Вообще, на моем канале мы очень мало говорим про сердце. И я подумываю снять несколько роликов про сердце и очень интересных, как мы можем развивать не только физически наше сердце, но и ментально, духовно. И как духовное вообще развитие влияет на наше сердце. Об этом тоже хочу сказать. Если вам интересны тибетские практики для укрепления сердца, поддержите этот ролик лайками и напишите в комментариях.